Добрый день, меня зовут Андрей, команда Окитоки, и сегодня я расскажу вам, как сделать отчет по SIP-звонкам и сверить его с данными вашего поставщика. Так, допустим, поставщик прислал вам отчет, что у вас затрачено энное количество минут разговора. Как мы можем сверить их в Окитоки? Давайте зайдем в раздел «Журнал SIP-звонков», выберем период. Очень важно выбрать необходимый шлюз, который использует поставщик. Следующий важный шаг – это выбор направления подсчета, то есть какие звонки мы будем считать. Чаще всего поставщики связи считают затраты только на исходящие звонки, но если есть условия, где нужно считать и входящие, мы просто выбираем все. На примере я вам покажу стандартные условия. Поставщик считает только исходящие звонки и только время в разговоре. Нам нужно выбрать ISK – исходящие, PD – Predict Dialer, ну или проще говоря автодозвон, и KB – Callback. Все эти типы звонков выполняют исходящий тип звонка. Отключаем Eternal, так как нам не нужно учитывать звонки внутри Okitoki. И для удобства расчета я выбираю «Суммировать в минутах» и «Отобразить в Excel». Открываем загруженный документ и смотрим, что у нас тут есть. Нам нужны столбцы ожидания и разговор. Ожидание обычно поставщик не тарифицирует, поэтому его в расчет не берем, но если подсчет необходим, то этот столбец у нас уже есть. Остальные параметры нам не особо важны, но я пишу один, который может быть полезен. SIP результат звонка. В Okitoki каждый звонок имеет какой-то SIP-код звонка. Цифра 200 означает успешное соединение, в этом случае можно проще сказать «подняли трубку». Поэтому в подсчет должны идти звонки с этим кодом. Но как вы можете увидеть, на остальных SIP-кодах в строке разговор значение 0, так что в фильтрации этот столбец не нуждается. Суммируем общую сумму и получаем результат. Важный момент. Каким бы отлаженным функционалом ни обладало оборудование, всегда нужно учитывать малую погрешность в расчете. Но если значение намного больше, чем предоставлено поставщиком, проверьте все еще раз. И если результат тот же, тогда советую вам обратиться в поддержку Okitoki.